Ну а перед началом ролика хочу порекомендовать вам очень интересный и увлекательный канал «Лепим вместе». На нем вы найдете море видеороликов, посвященных лепке разных персонажей. Автору зовут Андрей, и у него отлично получается лепить. Переходи по ссылке в описании и подписывайся. Венома нет, да будет Карнаж! И всем привет, друзья! С вами Рома, и сегодня мы будем лепить Карнажа из фильма Venom 2, да будет Карнаж. Карнаж принадлежит к расе внеземных паразитов, известных как симбиоты, которые образуют симбиотическую связь со своими носителями и наделяют их сверхчеловеческими способностями. Будучи отпрыском Венома, Карнаж намного мощнее своего родителя, благодаря биологии симбиотов, и во многом является его более мрачной версией. Обычно изображается противником Человека-паука, в то же время выступая заклятым врагом Венома. Симбиот имел множество носителей. Оригинальный и самый известный – это Клетус Кэссиди, серийный убийца из вселенной Марвел, чей садистский характер полностью совпадает с характерами симбиота. Изначально Клетус Кэссиди был представлен как безумный серийный убийца, который, убивая своих жертв, руководствуясь своей извращенной философией. Он верил, что вселенная состоит из хаоса, а порядок, устоявшийся в обществе, ей противоречит. Кэссиди стремился показать людям, что глубоко внутри все они злые, но не дают естеству выйти наружу. Своими убийствами он стремился раскрыть потенциал людей, доказать, что общество нужно строить на отсутствие морали. Но как появился Карнаж? История его довольно проста. Когда Эдди Брок был в тюрьме и к нему вернулся Веном, то симбиот оставил потомство в камере, не считая, что должен предупредить об этом Брока или кого-то еще. Новорожденный симбиот нашел себе первого и главного в его жизни хозяина в лице маньяка Клетуса Кэссиди, который был сокамерником Эдди. Если у Брока с Веномом были проблемы со связью, из-за чего симбиот часто не слушался своего носителя и даже брал над ним верх, то у Клетуса и Карнажа был идеальный симбиоз. Как выяснится гораздо позднее, не только на моральном, но и на биологическом уровне они оказались совместимы. Одна из фишек симбиота в том, что он способен создавать из своего тела различные острые предметы и использовать их в бою. С годами он прокачивал этот скилл, используя свои части тела как метательные лезвия. В оригинальном дизайне после дебюта персонаж отличается от Венома массой тела. Карнаж был более худым и с огромным количеством щупалец, которые были неравномерно распределены по его телу. В фильме не все так гладко изобразили, и в конце фильма Карнаж начал иметь какие-то разборки с Клетусом, например, когда Карнаж начал проявлять акты агрессии к подруге Клетуса, то Клетус начал как бы сопротивляться, но Карнаж поглощал его своей массой, и в итоге, из-за того, что они не были в симбиозе, а управлял всем только Карнаж, они проиграли. Карнаж отделился от Кэссиди, и в итоге Веном съел Карнажа. Очень надеюсь, что этого персонажа вернут в киновселенную, потому что были намеки, что он будет, потому что Карнаж сам содержится в крови Клетуса, и как бы, возможно, в будущих фильмах он возродится, потому что очень было бы жалко, если бы его просто вот так вот слили в первом фильме.
Ну а теперь давайте поговорим о том, что мне понравилось в этой фигурке. Ну, во-первых, это детализация, это самая детализированная фигурка в моей коллекции. Щупальца, мышцы, все сделано... то есть я очень старался над этой фигуркой, все сделано буквально очень детально. И выглядит эпично. К тому же это моя самая большая фигурка в коллекции. Потому что тут я использовал целые 300 грамм пластилина, то есть именно пачку скульптурного пластилина, вот как она есть, тут она так и заложена во всего этого Карнажа. Был вариант сделать битву Карнажа и Венома как бы в диораме, но это было бы очень долго, ролик бы вы увидели еще через 2 месяца, как у меня вот эти свои дела по художке, по школе и всему этому, и ролик вы бы точно не увидели в скором времени. А также, скорее всего, пока что я буду лепить что-то простенькое, потому что дела еще не закончились, всегда везде надо все успеть, и такие сложные работы нужно делать только там летом, на каникулах, когда у меня будет много времени. Ну а пока в следующих выпусках я буду вас баловать более простыми персонажами, простыми. Например, One Night at Flamptis. FNAF у нас новый выходит, FNAF Security Breach, как же этому не радоваться, у нас будет одна фигурка точно по этой игре, возможно еще, если она будет востребована на моем канале. Также многие, наверное, ждут уже вот долго. Я возобновлю Friday Night Funkin' на канале, но в умеренном таком количестве, чтобы не каждый ролик был по Friday Night Funkin', и потом у меня аудитория вся была только по Friday Night Funkin', поэтому будем чередовать разные вселенные, чтобы канал процветал в разном плане, не только по одной вселенной. Ну а на этом были все новости канала, информацию о Карнаже и Клетусе Кэссиди я уже все сказал, поэтому досматривай до конца, в конце работы подписчиков, кстати, если хочешь оценить, то досматривай. Ах да, совсем забыл сказать, что этот ролик по лепке, а следующий ролик будет по покраске Карнажа, то есть он не останется таким, не переживайте, все будет как... и в фильме, он будет красный, все рефлексы там я подчеркну, то есть будет раскрашен на ура. Так что ждем следующее видео, продолжение по созданию Карнажа. Ну и, конечно, приятного просмотра!
Ну что, готовы увидеть финальный результат? Ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно пиши в комментариях, как тебе фигурка. Всех буду ждать в новом ролике. Всем пока-пока и удачи!